Город по горелым железам. Кто прожил в Череповце хоть год, перестает этот запах замечать. А я замечал всегда. Нюх у следователя выходит на пенсию последним. 15 августа 2004 года к железу примешивалось другое. Я узнал это другое метров за 30, еще от гаражей, и притормозил, чтобы дойти до конца спокойным. Так пахнет человек, который умер несколько дней назад и лежал на жаре. Питинский пустырь – это не место, это прореха. Слева девятиэтажки, справа бетонный забор промзоны. Посередине бурьян по пояс и тропа, по которой народ срезает к остановке. За пустырем гаражный кооператив, ветеринарная станция и теплотрасса. Днем здесь ходят, вечером ходят быстро, ночью не ходят вовсе, кто соображает. Мне было 40 лет, из них 16 я работал следователем прокуратуры в этом городе и знал его прорехи лучше, чем собственную квартиру. Она лежала в 15 шагах от тропы, в бурьяне. Сверху ветки ивы, свежесломанные с теплотрассы. Он не прятал ее всерьез, он ее прикрыл, как одеялом. Вот от этого меня повело сильнее, чем от запаха. Душить и прикрывать – это делала одна и та же рука. И рука не дрожала ни там, ни там. Работали молча. Вера Леонидовна Шабанова, эксперт-криминалист с 20-летним стажем, размечала площадку колышками и двигалась по ней как сапер. Андрей Борисович Клюев, старший оперуполномоченный угрозыска, отжимал зевак от тропы к домам. Я стоял над телом и делал то, что умею лучше всего. Смотрел. Одежда разрезана. Не разорвана, разрезана. Одним длинным движением от ворота вниз. Нижнего белья нет. На шее борозда, узкая, замкнутая, с перехлестом под затылком. Рядом в бурьяне сама удавка. Бельевой шнур, к нему прикручена деревянная ручка, вороток. Самоделка. Аккуратная, гладкая, отшлифованная. Такую вещь не вяжут на коленке за минуту до дела. Такую вещь делают дома, не спеша. И это было хуже всего остального. Виктор Николаевич. Шабанова присела у теплотрассы. След. Глина держит. След резинового сапога. Размер 44. Протектор елочкой. Каблук стоптан наружу. Август. Сушь 3 недели. Весь город в кроссовках и сандалиях. А этот пришел в сапогах. Значит, знал, что пойдет через теплотрассу, где глина не сохнет никогда. Значит, ходил здесь не в первый раз. Я поднял глаза на зевак. Это привычка, за которую меня в прокуратуре считают психом. На месте всегда сначала смотрю не под ноги, а по периметру. Люди врут ртом, но не телом. Кто пришел поглазеть, стоит свободно, жует, тянет шею. Кто пришел проверить свою работу, стоит правильно. Слишком правильно. Руки на виду, плечи опущены, взгляд не на тело, а на нас. Стояло человек 20. Бабки с первого подъезда, этих я отсеял сразу. Пацаны с великами. Мужики из гаражей, 3, в масле по локоть. У одного в руке так и висел ключ на 17. Выскочили, побросав работу. Участковый, которого я про себя звал Гармонию, лицо в складках, как мехи. Все читались, как букварь. Никто не стоял правильно. Я запомнил это и пошел к Шабановой. Запомнил, и все. Вот что я потом вспоминал 11 лет. К вечеру мы знали имя. Полякова Ирина Андреевна, 19 лет. Продавец из киоска у остановки. Жила в 9-этажке через пустырь, с бабушкой. Смена до 22, потом тропа. 7 минут до подъезда, если через пустырь. И 25, если в обход. 19 лет ходят через пустырь. Это я знал еще до того, как подняли график ее смен. Опознание провели по сережкам и родинке на запястье. Бабушку в морг я не пустил. Сказал, что достаточно фотографий вещей. Есть протокол, есть порядок. А есть вещи, которые я не делаю. 70-летнего человека к такому столу не подводят.
И пусть хоть весь надзор встанет на дыбы. Ночью я разложил на столе в кабинете 2 дела. Одно – свежее, Поляковой Ирины. Второе я затребовал из архива еще днем, как только увидел удавку. Февраль того же года. Круглова Марина Сергеевна, учащаяся училище. Пустырь за домами по проспекту Победы. Удушение. Бельевой шнур с деревянным воротком брошен рядом. Одежда разрезана от ворота вниз. Нижнего белья нет. Тело присыпано снегом и заложено кусками картона. Тогда, в феврале, дело вел не я. Его отработали как бытовое. Проверили сожителя матери, проверили 2 одногруппников, посадить никого не смогли, положили на полку. Обычная февральская арифметика. В городе за тот месяц было 4 трупа, и все 4 кричали одинаково громко. Я сидел над 2 папками и складывал. Вороток к воротку, разрез к разрезу, пустырь к пустырю. В феврале – картон. В августе – ветки. Он их укрывает. 17 лет и 19 лет. Между эпизодами – полгода. И если между ними полгода, то следующий он не будет ждать года. Утром я положил обе папки на стол Ломтеву Петру Аркадьевичу, заместителю прокурора города. Ломтев – мужик тяжелый. Из тех, кто сначала говорит «нет», а потом слушает. Я выложил фотографии удавок рядом, одну к одной. «Совпадение», – сказал он. «Шнур бельевой, в каждом дворе такой. Вороток, Петр Аркадьевич. Дерево шлифованное. Он их делает серийно. Дайте объединение и генетическую экспертизу по обоим эпизодам. Биология есть и там, и там». «Знаешь, сколько стоит генетическая?» «Знаю. А еще знаю, что через полгода вы мне сами ее подпишете. Только трупов к тому времени будет 3. Это было наглостью, и это было расчетом. Ломтев не любит, когда его двигают, но ненавидит, когда его пугают будущими бумагами. Он подписал. Не потому, что поверил мне, а потому, что решил меня носом ткнуть, когда экспертиза не совпадет. Я вышел от него и поехал не в контору, а на пустырь. Прошел маршрут Ирины Поляковой ногами. От киоска до подъезда 7 минут. Потом еще раз, уже медленно, по-хозяйски, как шел он. От гаражей тропу видно всю, до последнего метра. От ветстанции – половину, дальше бурьян. От теплотрассы – только место, где ее нашли. Он ждал не на тропе. Он ждал там, откуда тропа просматривается, а сам он – нет. Таких точек было 2. Угол гаражного ряда и заросли у забора ветстанции. Я стоял в этих зарослях, смотрел на тропу, по которой 19-летняя девчонка шла домой после смены, и понимал про этого человека первое. Он не торопится. Он умеет ждать, а я не умею. И значит, работать мне придется против собственной природы. У киоска, где она работала, на стекле еще висела бумажка, написанная ее рукой. Ушла на базу, буду через 15 минут. 15 минут. Я стоял и смотрел на эту бумажку дольше, чем положено занятому человеку. Потом сфотографировал ее и подшил копию в дело. Не для экспертизы. Для себя. Чтобы каждый раз, открывая том, видеть не строку из протокола, а почерк живого человека, у которого были планы на ближайшие 15 минут и на всю остальную жизнь. Забегая вперед, скажу. Эта бумажка провисела в деле все годы. А дело растянулось на 120 томов. И я успел состариться раньше, чем оно закрылось. Оно не закрылось. До сих пор. Заключение генетической экспертизы легло мне на стол 9 сентября. Я прочитал его стоя, не садясь. Из первого до последнего листа. Биологические следы с тела Кругловой Марины и с тела Поляковой Ирины оставлены одним мужчиной. А ниже шел 3-й абзац, которого я не заказывал. Эксперты, раз уж запустили процесс, прогнали профиль по старым нераскрытым делам с сохранившейся биологией. Июнь 1993 года. Лапина Валентина Олеговна, 22 года. Район улицы Беляева. Удушение. Тот же генотип. 11 лет.
Я держал в руках бумагу, из которой следовало, что человек убивал в этом городе 11 лет назад. Потом то ли спал, то ли сидел, то ли жил среди нас тихо. И проснулся. В 93-м я уже работал. Возможно, я стоял с ним в одной очереди за хлебом. Возможно, он показывал мне паспорт на какой-нибудь проверке, и я скользнул по нему глазами и пошел дальше, к тем, кто выглядел опасным. Ломтев Петр Аркадьевич собрал совещание в тот же день. Носом ткнуть не получилось. Теперь он говорил: «Мы с самого начала полагали». И я ему это простил, потому что вместе со словами он дал людей. Следственная группа, я, старший, Клюев от розыска, Шабанов от экспертизы, плюс 6 оперов и доступ к архивам без писанины. По 3 эпизодам возбужденные дела соединили в одно производство. Убийство, статья 105, часть 2, пункты А и К, и изнасилование, статья 131. По эпизоду 93-го года, статья 102 Старого кодекса, но Старый кодекс уже никого не интересовал. Интересовало одно. Между 93-м и 2004-м не могло быть пусто. Такие не спят по 11 лет без причины. Значит, либо сидел, либо уезжал, либо в архиве лежат еще тела, которых мы не привязали. Клюев со своими зарылся в архив. А я поехал на улицу Данилова. Стройку на Данилова заморозили еще в 98-м. Коробка в 4 этажа, пустые проемы. Внутри весь набор городской изнанки. По ориентировке, которую мы разослали, отозвался сторож соседней базы. Прошлой осенью он видел на стройке постороннего и даже разговаривал с ним. Свидетелю было 68 лет. Звали его Гордеев Михаил Степанович. И я поехал к нему сам, не доверяя никому. Потому что опера умеют слушать молодых и не умеют стариков. Он жил в сторожке при базе. Фанерный домик, печка, на стене календарь с котятами. Когда я вошел, он поднялся мне навстречу и стал искать вторую табуретку, засуетился. Я нашел ее первым. Стояла за дверью. Поставил к столу и подождал, пока сядет он. «Присаживайтесь, Михаил Степанович». Разговор не быстрый. Ногах его держать незачем. «Да я уж газетам все». Он говорил медленно, проверяя каждое слово на вес. «Вы из прокуратуры будете?» «Из прокуратуры. Гущин Виктор Николаевич». «Расскажите мне про того человека, пожалуйста. Не для газеты, для дела. Все, что помните, и особенно то, что помнить не считаете нужным». Старик рассказывал долго, и я его ни разу не поторопил, хотя внутри у меня все стояло на форсаже. Осень 2003-го, октябрь, дожди. Он заметил, что на стройку повадился ходить человек. Ни бомж, ни пацан, ни сборщик металла. Взрослый мужчина. Приходил под вечер, всегда один, всегда со стороны пустыря, а не с улицы. Однажды Гордеев Михаил Степанович пошел проверить. Думал, готовят кражу с его базы. Он на 3-м этаже стоял, у окна. Не курил, ничего. Просто стоял и смотрел вниз, на тропинку. Я ему: «Ты чего тут забыл?» А он повернулся и говорит тихо так: «Голубей смотрю». Голубей. И мимо меня прошел, близко, вот как вы сидите. И глаза у него... Старик остановился, подбирая. Мутные. Не пьяные, нет. Как студень. Смотрит на тебя, будто сквозь, будто ты стекло. Рост его покажите. По этому косяку. Он подвел меня к двери и поднял ладонь заметно выше собственной макушки, под самую притолоку. Вот такой. Под 1,90 м, а то и выше. Но сутулый, скрадывается. Плечи вперед несет. Куртка на нем серая была, темная, до сих пор. Он показал на середину бедра. Рубаха в клетку, красная с черным, крупная такая клетка. И сапоги резиновые, зеленые. Я еще подумал, сушь стояла неделю, чего в сапогах-то? Я записывал, и рука у меня к концу шла все медленнее, потому что сапоги я уже видел. В глине у теплотрассы, елочкой, 44-й размер. Голос какой у него. Тихий, глухой, как из бочки. Без мата, вежливый даже. И вот еще что.
Гордеев Михаил Степанович посмотрел на меня с сомнением, стоит ли говорить. Пахло от него. Йодом. Как в медпункте, знаете? Резко так пахло. Я потом полдня вспоминал, откуда запах знаю. С войны госпиталь помню. Вот оттуда. Йод. Я вписал это слово в протокол печатными буквами и обвел. Медик. Или тот, кто рядом с медициной. Или со склянками. Запах. Улика ненадежная. В суд с ней не пойдешь. Но для розыска запах – золото. Он сужает город с 300 тысяч человек до нескольких сотен. Прощаясь, я оставил ему номер дежурной части и свой рабочий на листке из блокнота. Михаил Степанович, если он появится, не подходите к нему. Вообще не подходите, прошу вас. Позвоните и заприте сторожку. Да что ж я маленький, обиделся он. Вы свидетель, который видел его лицо ближе всех в этом городе. Берегите себя, пожалуйста. По его показаниям, художник составил первый композиционный портрет. Со стройки Шабанова сняла все, что смогла. На стене 3-го этажа, у того самого окна с видом на тропинку, были рисунки углем. Я на них насмотрелся до тошноты. Голые женщины, нарисованные не пацаном и не психом со стажем художки. Штрих был набитый, уверенный. Рука не искала линию, а знала ее. Под рисунками угольная пыль на полу, затоптанная. Он приходил сюда не один раз. Стоял у окна. Смотрел на тропинку, рисовал, ждал. Вечером я разложил на столе карту города и поставил 4 точки. Беляева, 93-й. Проспект Победы, февраль. Питинский пустырь, август. И стройка на Данилова, где он пока только ждал. Все 4 точки висели на серых швах города, там, где жилые кварталы срастаются с промзоной и куда не смотрит ни один фонарь. Он не выбирал жертв. Он выбирал места и брал ту, которая пошла не в обход. Ирина Полякова сэкономила 18 минут. Марина Круглова примерно столько же. Я смотрел на карту и впервые составлял его портрет не по чужим словам, а по его собственным следам. Местный. Чужак таких швов не знает. Здоровый. Под 1,90 м. Сильный. Борозда на шее Ирины затянута одним движением, без повторных попыток. Аккуратный. Удавки шлифует. Следов почти не оставляет. А те, что оставляет, от уверенности, не от небрежности. Терпеливый. Умеет ждать неделями. Руки при деле. Шнур, вороток, уголь, йод. И глаза как студень. Сильный, терпеливый, местный. Я тогда искал зверя своей породы, только сорвавшегося с нарезки. Я ошибался в главном, но узнал об этом слишком поздно. Портрет напечатали в Речи и расклеили по остановкам в конце сентября. Телефон дежурной части раскалился за сутки. Город сдавал нам своих высоких соседей, угрюмых зятьев и молчаливых сослуживцев с усердием, от которого хотелось вымыть руки. 99 звонков из 100. Мусор, склока, сведение счетов. Но просеивать надо все 100, потому что 100-й может стоить кому-то жизни. Кочетова Валентина Егоровича я допрашивал сам. Вот теперь внимание, потому что дальше я буду рассказывать про худшие 40 минут своей службы, хотя тогда они показались мне проходными. Он пришел сам, в приемные часы, с паспортом, вежливо спросил у дежурного, к кому обратиться по объявлению. Мужчина, 43 лет, рождение 1961-го, фельдшер городской ветеринарной станции, прописан в деревне Ботово Череповецкого района. Я поднял глаза от паспорта и посмотрел на него, как смотрю на всех. Сначала руки, потом плечи, потом куда девает взгляд. Руки лежали на коленях, как у школьника. Плечи – внутрь, будто он извинялся за то, что занимает стул. Смотрел мне в глаза и не в пол, а мне в подбородок. Ростом он был высокий, это я отметил, но высоким не выглядел.
Есть такие люди, которых природа вытянула, а пользоваться этим не научила. Сутулый, серый, с залысинами. Голос тихий, ровный. Про себя я окрестил его мышью, и по этой кличке определил ему цену. 0. Я в ту осень мерил всех одной меркой. Может этот взять за горло здоровую отбивающуюся девчонку, или не может. Мышь не мог. Мышь пришел, потому что мыши любят быть полезными сильным. Слушаю вас, Валентин Егорович. Я, наверное, зря время ваше займу. Он говорил с паузами, комкая фразы. Но у нас станция ветеринарная, возле пустыря самого, где девушку нашли. Я объявление увидел, там рост указан. И я вспомнил человека. И он рассказал. Летом, в конце июля, к ним на станцию 2 раза заходил мужчина. Спрашивал, не возьмут ли разнорабочим. Высокий, под 1,90 м. Из себя цыганистый, смуглый, глаза темные, наглые. На левой кисти наколка. Север, буквами. Говорил, что живет в общежитии на Мостостроевской, где вахтовики струбного строительства. Работы ему не дали, и 2-й раз он ушел злой, ругался. А в августе, после того, как нашли девушку, Кочетов его больше не видел. Я записывал и чувствовал то, что опытный следователь чувствовать обязан, а признавать не любит. Показания ложились слишком хорошо. Рост – наш. Сроки – наши. Место – 100 метров от пустыря. Общежитие вахтовиков – это объясняло паузу с 93-го года лучше любой другой версии. Приезжает, убивает, уезжает на вахту. Пасьянс сходился сам. А когда пасьянс сходится сам, надо перепроверять колоду. Я не перепроверил. Я смотрел на серого сутулого фельдшера, от которого тянуло знакомым резким запахом. На станцию он, по его словам, обрабатывал собакам швы. И видел перед собой полезного грызуна, принесшего в норку зернышко. Свидетель-доброход, скучающий маленький человек, звездный час которого – помочь настоящему розыску. Таких при любом громком деле – очередь. Запах йода я в протокол внес. Со слов «специфический запах медицинского препарата объясняется характером работы заявителя». Объяснил и закрыл вопрос. Сам закрыл. Своей рукой. «Опознать его сможете, Валентин Егорович?» «Смогу», — сказал он, глядя мне в подбородок. «Такого забудешь разве?» 40 минут. Он сидел напротив меня 40 минут. Отвечал на каждый вопрос, подписал протокол разборчивым мелким почерком, поблагодарил. Он меня поблагодарил. И я его отпустил. Больше того, выходя, он замешкался у двери, придержал ее для конвойного, который вел мимо задержанного, и посторонился так услужливо, что конвойный бросил ему спасибо. Человек извинения. Я вычеркнул его из головы раньше, чем за ним закрылась дверь. Общежитие на Мостостроевской мы с Клюевым Андреем Борисовичем вывернули наизнанку за неделю. 4 этажа, 180 коек. Текучка такая, что комендантша путалась в собственных журналах. Цыганистых, смуглых, высоких. По документам за лето прошло человек 11. Наколки «Север» не вспомнил никто. Клюев поднял через свои каналы списки трубного строительства. Сверил вахты с датами эпизодов. Пусто. То есть не пусто, а хуже. Бесконечно мутно. Люди без прописки, договоры липовые, половина фамилий со слов. Такой след не отрабатывают до конца, в нем тонут. Мы утонули на 4 месяца. 18 декабря он забрал следующую. Смирнова Татьяна Викторовна, учащаяся торгового училища. Дворы у улицы Милютина, проходняк между гаражами и трансформаторной будкой. Короткий путь от остановки к дому. Снег шел весь вечер, и следов не осталось никаких. Ни елочки, ни биологии. Он задушил ее руками, без удавки. Одежда разрезана тем же длинным движением, белье забрано, тело заложено картонными коробками от бытовой техники, взятыми тут же у мусорных баков.
Шабанова Вера Леонидовна на месте сказала мне то, что я и сам видел. Биологии нет, Виктор Николаевич. Совсем. Мороз, снег, и он аккуратнее стал. В перчатках работал. Руками душил. Удавку не принес. Почему? Может, не готовился. Сорвался. Увидел и пошел. Я стоял в этом проходнике, смотрел на коробки, которыми он прикрыл, и складывал другое. Декабрь. Все прошлые эпизоды – теплое время. Он ломал собственный порядок. А такие, как он, порядок не ломают. Их ломает голод. Голод у него рос. Промежутки сжимались. 11 лет, потом полгода, потом 4 месяца. И еще одно, самое поганое. Удавку он с собой не взял, но нож взял. И перчатки взял. Это не срыв. Это выход на охоту налегке, потому что охота стала получаться и так. На совещании Ломтев Петр Аркадьевич спросил меня при всех, куда делся мой цыган с наколкой. Я ответил, что след отрабатывается. Это была правда по форме и вранье по сути. След был дохлый. Я это уже понимал нутром. Но признать вслух, что 4 месяца группа копала пустоту по наводке случайного доброхота, на это меня не хватило. Я сказал «отрабатывается» и перевел разговор на связь эпизодов. А эпизод Смирновой Татьяны нам, между прочим, еще и не отдавали в серию. Биологии нет, формально привязки нет, и надзор упирался. Почерк, говорили мне, вещь субъективная. А вы, Виктор Николаевич, всякую смерть в городе готовы на своего зверя списать. Я выложил на стол фотографии разрезов с 3 тел, от ворота вниз, одно движение, угол одинаковый, глубина реза в начале и на выходе одинаковая. Разрез – это подпись. Почерк руки не спрячешь ни в снегу, ни в перчатках. Эпизод присоединили. Домой я в ту зиму приходил только переспать. На кухне лежала карта города. На карте теперь 5 точек. Я знал про него уже много. Рост, сапоги, руки, терпение, голод, уголь, йод. Я не знал одного, что уже пожимал бы ему руку, если бы он ее протянул. Он и протягивал. А я брезговал. Слюна. Весной 2005 года этот город сдавал нам слюну. Тысячами пробирок. По спискам военкомата, жилконтор и отделов кадров. Решение о массовом заборе образцов продавили после Смирновой Татьяны. Ломтев Петр Аркадьевич съездил в область, вернулся серым и подписал все, что я к тому времени полгода носил ему на стол. Формально забор был добровольным. Фактически, отказника тут же ставили в отдельный список, и этим списком занимался Клюев Андрей Борисович со своими операми. Мужчин подходящего возраста и роста в Череповце оказалось больше 40 тысяч. Экспертиза давилась этим потоком, как канализация в паводок. Область выделила нам мощностей на 300 профилей в месяц, и я собственной рукой расставлял очередность. Сначала судимые за половые, потом медики, потом мясокомбинат, потом все остальные. Судимые дали нам Рогова Геннадия Ильича, и на нем я себя увидел со стороны. Правда, понял это только годы спустя. Рогов, 38 лет. Грузчик мясокомбината. Отсидевший за изнасилование по статье 131 еще в 95-м. Рост 1,87 м. Руки как из троса. По ориентировке на него показала соседка. Возвращается ночами. Весной сжег что-то в бочке во дворе. Когда его завели ко мне в кабинет, он сел без приглашения, развалился и посмотрел на меня, как смотрит на вахтера. Наглый, крепкий, глаза оловянные. Моей породы зверь. Внутри у меня все встало по стойке смирно. Вот он. Подходит. Хочу, чтобы это был он. Я работал с ним 6 часов. Я разложил перед ним фотографии из 4 мест. Не тел. Я тел таким не показываю. А пустырей, троп, теплотрассы. Я вязал его вопросами про февраль, август, декабрь. Я поймал его на вранье дважды. Про смену в ночь на 12 августа
и про то, где взял мотоциклетную камеру, которую сжег. Он потел, хамил, требовал адвоката, потом переставал требовать, потом снова хамил. К вечеру он поплыл и стал похож на то, что мне было нужно, на человека, которого я сейчас сломаю. А сломался он в дешевку. Ночами он таскал с мясокомбината мясо, в бочке жег упаковку, 12 августа разгружал левую машину. Вот и вся его страшная тайна. И кладовщик это подтвердил. И слюну Рогов в итоге дал, скрипя зубами. И через месяц пришел ответ. Не он. Генотип не совпал. Не он. Я сидел над заключением и пересчитывал, сколько человека-часов группа положила на Рогова, пока настоящий ходил по городу. Выходило много. Выходило непозволительно. И ведь я взял его в разработку не по уликам. Улик был огрызок. Соседкин навет да судимость. Я взял его, потому что он был похож. Силен. Нагл. Жесток. Я искал зверя, глядя в зеркало. А надо было смотреть в другую сторону. Эту мысль я тогда до конца не додумал. Додумаю позже. И мне за нее будет холодно. Медиков мы прогоняли через забор по спискам Горздрава. Больницы, поликлиники, санэпидстанция, стоматологи. Отдельной строкой из-за слепков зубов по старым делам, которые еще ничего не значили. Списки пришли толстые, аккуратные, с печатями. Я проверил охват на глаз. Фамилий 1000. Расписался и отправил дальше. Запомните это место. Я расписался и отправил дальше. В апреле я поехал к Поляковой Нине Тимофеевне. Не по процессуальной надобности, все допросы были давно сделаны, а потому что за 8 месяцев следствия ей никто ни разу не сказал, что происходит. А из газет она узнавала такое, от чего люди ее возраста ложатся с давлением. Она открыла мне в халате и в платке, повязанном по-рабочему, мыла окна. 70 лет. Табуретка. 3-й этаж. Апрельские окна. Нина Тимофеевна, здравствуйте. Гущин, прокуратура. Позвольте, я закончу с рамой, а вы пока присядьте. Да что вы, Виктор Николаевич, неловко как. Ловко, сказал я и снял пиджак. Я домыл ей 2 окна, она накрыла чай. Я рассказал ей то, что имел право рассказать. Что дело не лежит, что эпизоды соединены, что работает группа и что человек этот будет найден. Последнее было не информацией, а обещанием. И давать его я права не имел. Дал. Она слушала, держа чашку 2 руками, и ни разу не заплакала. Этого она себе при чужих, видимо, не позволяла. Потом сказала. Ирочка ведь не из-за смелости там ходила, Виктор Николаевич. Она мне звонила с работы. «Бабуль, я быстренько, через пустырь, а то ты волнуешься». Это она из-за меня быстренько. Чтоб я не ждала лишние 15 минут. Я поставил чашку. В деле лежала ее записка. «Буду через 15 минут». Девочка всю жизнь экономила эти 15 минут для бабушки. Человек, который ее убил, сэкономленные минуты у нее и забрал. Он ведь брал тех, кто шел коротким путем. «Вы найдите его», — сказала Нина Тимофеевна ровно. «Я долго не проживу, но вы найдите. Не для меня. Он же чей-то сосед. Кому-то он «здрасте» говорит каждое утро. Он же чей-то сосед». 70-летняя женщина сформулировала оперативную установку точнее, чем все ориентировки, которые я подписал за год. Я ехал от нее и держал эту фразу в зубах. Он не чужой. Он здешний, вежливый. Он здоровается. Его никто не боится. Держал и все равно продолжал искать того, кого бояться. В июне область урезала группу вдвое. Полгода без эпизодов, наверху решили, что зверь залег или сдох, а людей не хватало на живые дела. Я ругался в кабинете Ломтева до хрипа. Петр Аркадьевич выслушал и сказал честно. «Виктор, я не бог. Дай результат – верну людей. Нет результата – нет людей». «Результат у него по расписанию», – сказал я. «Лето. У него сезон. Лето». Июнь 93-го.
Август. Февраль и декабрь. Исключение. Голодные срывы. Он теплое время любит, светлые вечера, когда девчонки ходят поодиночке и не боятся. Сейчас июнь, Петр Аркадьевич. Я не людей у вас прошу. Я прошу, чтобы через месяц вы себе это совещание вслух не пересказывали. Он не вернул людей. Справедливости ради не мог. На нем висел город, а не одно мое дело. Патрули по серым точкам сократили до 2 маршрутов. Стройку на Данилова из маршрута выкинули. Она стояла тихо с самой осени 2003-го, с тех пор, как Гордеев Михаил Степанович спугнул там человека с мутными глазами. 9 июля он пришел именно туда. Телефон у меня дома зазвонил в 6 часу утра 9 июля. И по хрипу линии я сначала решил, что область. Но это была не область. Это был Гордеев Михаил Степанович, и говорил он так, как говорят люди, которые уже посмотрели на то, о чем сообщают. «Виктор Николаевич, вы номер оставляли. Вы приезжайте на стройку. Тут девочка. Я не подходил близко, как вы учили. Собака у меня выла всю ночь. Я утром пошел обход делать. Михаил Степанович, где вы сейчас находитесь?» «У себя, в сторожке». «Заприте дверь и ждите меня. Никому, кроме милиции, не открывайте. Вы все сделали правильно». Соловьева Светлана Игоревна, 19 лет. Она снимала комнату в доме напротив стройки и работала в 2 смены на Северстале, в столовой. 8 числа у ее подруги был день рождения. Засиделись. И в 1 часу ночи 9 она пошла домой. 3 квартала. Из них 1 вдоль стройки. Он ждал внутри. Втащил ее в проем 1-го этажа. Там, в бывшей бытовке, ее и нашли, заваленной обрезками рубероида. Удавку на этот раз он унес с собой. Но борозда на шее была та же. Узкая, замкнутая, с перехлестом. Одежда разрезана одним движением. Белье забрано. И новое. На левом плече след укуса. Глубокий, с полным отпечатком обеих челюстей. Шабанова Вера Леонидовна работала в бытовке 3 часа. И когда вышла, сказала мне только 2 слова. Но такие, за которые я готов был ее носить на руках. Слепок будет. Слепок челюсти. Это не запах. И не силуэт в сумерках. Это железная, судебного качества примета. Прикус у него оказался характерный. Диастема, щель между верхними и передними зубами, 3 мм. Плюс биология. Генотип тот же, наш. 5-й эпизод в серии. Плюс 3-й этаж. У окна с видом на вход в бытовку свежие угольные рисунки поверх старых, отсыревших. Он вернулся на место, где его видели через 1,5 года, потому что помнил, отсюда удобно. Потому что был уверен, про него забыли. Мы сами ему это сказали, когда сняли стройку с маршрута патруля. Теперь про оцепление. Про то, что я вспоминал потом 17 лет. К 10 утра вокруг стройки стояло полгорода. Жара, воскресенье, толпа растет. Ленты не хватает, наряд не справляется. Из гаражного кооператива через дорогу мужики сами вытащили сварные щиты и помогали ставить периметр. Город к тому лету уже жил этим делом, и людям хотелось не глазеть, а делать хоть что-то. Я велел Клюеву Андрею Борисовичу переписать всех, кто внутри периметра. Понятых, добровольцев, гаражных, всех до единого. Не потому, что я был умный. По инструкции велел, на автомате. Он стоял у щита с левой стороны. Серый, сутулый, в застиранной рубахе, придерживал край, чтобы не завалился, и подавал сержанту проволоку. Услужливо, точным движением, по куску, как подают инструмент. Я скользнул по нему и узнал. Мышь. Фельдшер со станции, свидетель с цыганом. Он поймал мой взгляд и подошел сам, бочком, извиняясь всем корпусом. «Здравствуйте, Виктор Николаевич. Я тут по вызову был, неподалеку. Я ж по домам хожу, животных смотрю. Услышал и пришел, думаю, руки лишние не будут». Он помнил мое имя-отчество через 10 месяцев. Я отметил это краем головы и положил туда, куда клал все про таких, как он. Маленькие люди помнят начальство поименно. Это их способ выжить. А это
Он опять, да? Тот самый? Работаем, сказал я. Я почему спрашиваю? Он смотрел мне в подбородок, и голос у него был ровный, тихий, как тогда в кабинете. Тот, который к нам на станцию приходил, цыганистый. Я его с весны опять видел, дважды, у переезда. Может, вернулся, вахта у них там. И я слушал. Вот что я сделал 9 июля 2005 года. В 100 метрах от бытовки, где лежала 5-я девочка. Я стоял напротив человека, у которого рост был под 1,90 м, если разогнуть. От которого в жаркий день тянуло йодом. Который жил и работал в 200 шагах от места первого августовского убийства. Который сам дважды приносил мне готового преступника. И я его слушал. И записал про переезд. И отправил туда на неделю 2 оперов из тех 6, что у меня остались. Почему? Потому что я смотрел на него и видел нолик. Согнутые плечи, извиняющийся корпус, руки, которые подают проволоку. Моя оптика была устроена просто. Этот мир делится на тех, кто может взять человека за горло, и тех, кого берут. Кочетов Валентин Егорович в моей системе не проходил по первой графе ни одним параметром. Мне не пришло в голову попросить его улыбнуться, чтобы посмотреть на зубы. Мне не пришло в голову ткнуть пальцем в список Клюева, где его фамилия уже стояла. 8-я сверху. Я потом пересчитывал строчки. И сказать: а этого прогоните через забор. Живет рядом. Работает рядом. Йодом пахнет. Список ушел в том, справка как справка. Переезд дал пустоту, как и общежитие. Гордеева Михаила Степановича я в тот день нашел в сторожке. Он сидел у окна, смотрел на свою базу и на стройку за ней, и календарь с котятами за его спиной был все тот же, только год-другой. Это ведь он, Виктор Николаевич, тот с глазами. Похоже, что он, Михаил Степанович. Я ж его видел вот как вас, говорил с ним. Старик развернул ко мне ладонь, будто протоколом была она. Он мимо меня прошел, и я живой. А девочку? Почему так выбирается-то, кому жить? Ответа у меня не было тогда, нет и сейчас. Я просидел у него полчаса, хотя дел стояло на 3 суток. Перед уходом проверил его запоры, крючок на окне и оставил свой новый номер поверх старого. Он проводил меня до ворот, и у ворот сказал вещь, которую я тоже вспомнил слишком поздно. Вы его среди страшных не ищите, Виктор Николаевич. Страшных я на веку повидал. Они долго не живут, страшные. А этот аккуратный. Он голубей смотрит. Слепов зубов мы в августе прогнали через стоматологические поликлиники. Горздрав опять дал списки, врачи поднимали карты, искали диастему с нашими промерами. 1000 карт. Десятки совпадений по прикусу и все пустые по ДНК. Человек с щербиной между зубами либо не лечился в городе никогда, либо лечился там, куда наши списки не дотягивались. Я тогда записал в рабочей тетради. Прикус есть, пациента нет. Где лечатся те, кого нет в картотеках? Записал как риторику, со зла. А это была не риторика. Это был правильный вопрос, и на него существовал точный ответ. Нигде не лечится. Сами себя лечат. Люди, у которых под рукой казенный шприц, казенный шовный материал и казенный йод. После Соловьевой Светланы он замолчал на 2 года. Я эти 2 года не отдыхал ни дня. И это были плохие годы. Плохие тем, что кормиться следствию было нечем. Мы перелопатили общежитие по всему городу. Мы отработали каждого условно-досрочного, вышедшего в 2005-м. Мы разослали генотип в область, в соседние регионы, в базу МВД. Не откликнулся никто. Дело пухло томами, а подвижек не давало. В угрозыске за глаза его уже звали глухарем, и я не мог спорить. По всем приметам это был глухарь. Самый жирный глухарь области. Ломтев Петр Аркадьевич держал группу на мне из последних сил. И все чаще заговаривал о том, что зверь, похоже, сдох. Или сел по другой статье и молчит на нарах. Версия про тюрьму была удобной для всех.
Я в нее не верил. Тот, кто рисует углем и годами шлифует воротки, на зоне бы себя выдал. Такие не терпят, когда власть над телом отбирает у них самих. 14 июня 2007 года он взял Веретенникову Наталью Павловну, только сдавая экзамены. Зашекснинский район, за рекой, лесополоса у пляжа. Теплый вечер, светло почти до полуночи, белые ночи, наш июнь. Она возвращалась с реки с двумя подругами. У поворота к домам разошлись, ей оставалось метров 300 через лесополосу. Он ждал в лесополосе. Удавка. Та же. Шнур с воротком. Разрез. Белье. Тело он забросал ветками, как самую первую, как Ирину Полякову. Меня в этом эпизоде дважды сбил с ног не почерк. Почерк-то был родной, узнаваемый до последней петли. Меня сбило место. За все годы он ни разу не переходил Шексну. Все точки на этом берегу, в промышленной части, в его норе. А тут Зашекснинский. Спальный чистый район, где ни строек, ни промзоны, где он должен был быть чужим. Значит, он и там не чужой. Значит, у него на том берегу или дом, или родня, или работа, и он знает пляжную лесополосу так же, как знал теплотрассу на Питинском. Свидетели по Зашекснинскому дали немного. Но одно показание я запомнил. Женщина выгуливала собаку около 10 вечера и видела на дальней скамейке лесополосы мужчину. Сидел один, немолодой, неприметный такой, сутулый. Собака к нему потянулась, а он приласкал ее, за ушами почесал, ласковый с собакой. Женщина прошла мимо и забыла бы, если б не убийство. Я подшил это в том. Сутулый, немолодой, ласковый с собакой. Опять не тот, кого ищут. Опять тот, мимо кого проходят с собакой и не оборачиваются. Я держал в руках уже 3-й или 4-й портрет этого свойства и все равно не сложил их вместе. Каждый по отдельности казался мне фоновым шумом дела. Свидетели вечно видят неприметных сутулых. И в городе половина. А диастема, кстати, у него была видна, когда он улыбался. Женщина-собака этого не разглядела. Темно, далеко. Гордеев Михаил Степанович в 2003-м не разглядел. Тот не улыбался. Единственный отпечаток этой щербины остался на плече мертвой 19-летней девушки. И сравнить его нам было не с кем. Между Веретенниковой Натальей и следующим эпизодом прошло больше 4 лет. За эти годы в стране менялось многое. Прокуратура рассталась со следствием, образовался Следственный комитет, и дело в 2007-м легло под его крыло. Я перешел туда вместе с делом, потому что отдать его я не мог физически. Оно к тому времени срослось со мной, как старый осколок с костью. Криминалистика шагнула вперед. То, на что в 2004-м уходил месяц, теперь считали за неделю. Базы ДНК разрослись, объединились в федеральную. Я каждый год прогонял наш генотип по обновленной базе, и каждый год приходил один и тот же ответ. Совпадений нет. Его там не было. Он ни разу в жизни официально не сдавал биологический материал. Ни по судимости, ни по учету, ни по нашему массовому забору 5-го года. Человек-невидимка, у которого при этом есть лицо, рост, прикус, запах и походка. 2 октября 2011 года Дьякова Ольга Максимовна, 24 года. Пустырь на Октябрьском проспекте. Осень. Слякоть. Ранние сумерки. Удавка. Разрез. Белье. Ветки. Наш генотип, подтвержденный за неделю. 7-й эпизод серии, и, как оказалось, последний. Тогда я этого, конечно, не знал. Я стоял на очередном пустыре, сколько их было в моей жизни, этих пустырей, и думал, что он снова вышел на цикл, что теперь начнется новый счет. Я усилил патрули, я поднял всех. Я ждал его следующей осенью, и через осень, и еще. Он не пришел. Ни в 12-м, ни в 13-м. Серия, тянувшаяся с 93-го,
Оборвалась на Ольге Дьяковой так же тихо, как тихо он подходил к своим жертвам со спины. Почему он остановился, я не знал тогда. И не знаю точно теперь. Умер, слег, уехал. Иссяк тот голод, что гнал его 20 лет. У меня не было тела, чтобы поставить точку, и не было живого, чтобы надеть наручники. Была пустота там, где 20 лет подряд с определенной периодичностью появлялся труп. И эта пустота мучила меня едва ли не сильнее, чем сами убийства. Убийство хотя бы дает следствию работу. Тишина не дает ничего, кроме вопросов. В том же 2012 году, я узнал это много позже, уже стариком, фельдшер городской ветеринарной станции Кочетов Валентин Егорович уволился с работы. Выписался из деревни Ботово и убыл, как значилось в выписном листке паспортного стола, к сестре, Республика Казахстан. Ему был 51 год. Его никто не искал. Его не было в списках. Он 20 лет прожил в 2 шагах от моих пустырей. Дважды сидел напротив меня. Один раз подавал проволоку в моем оцеплении. И вышел из моего города чистым, тихим, с диастемой между передними зубами. И увез с собой все, что мне было нужно. Я проработал следователем до 2021 года и ушел в отставку в 57 лет, оставив дело недосказанным. 120 томов. Ни одного установленного лица. Я думал, на этом все. Я ошибался. Самое важное про это дело я узнал уже пенсионером. Осенью 2022 года мне позвонил руководитель следственной группы. Молодой, лет 35, из тех, кто работает с генетической генеалогией и нейросетями, и говорит про старые дела, архив. Он был вежлив и деловит. Создана постоянная группа, поднимает около 1500 нераскрытых преступлений области за 30 лет, ищут упущенные эпизоды нашего фигуранта. Им нужен был человек, который держал дело живым и помнит то, чего нет в томах. Так я вернулся к нему консультантом в 58 лет из отставки. Мне выделили стол в тихом кабинете и все 120 томов. Молодые пропускали материалы через программы, сверяли профили с разросшейся федеральной базой, реконструировали в нейросети, как мог бы выглядеть наш человек в 70 лет. А я делал то, что не умеет ни одна программа. Читал протоколы подряд как книгу, с первого тома до последнего, ища не совпадение по признаку, а фальшь в интонации. На 3-й неделе я дошел до тома с материалами осени 2004-го. Протокол допроса свидетеля. Явился добровольно. Сообщил о подозрительном мужчине, цыганистом вахтовике с наколкой «Север», общежитие на Мостостроевской. Я помнил этот протокол. Я его и составлял. Я перечитал его теперь, стариком, медленно. И зацепился за строчку, которую в 2004-м вписал сам, и на которую тогда не посмотрел дважды. Специфический запах медицинского препарата объясняется характером работы заявителя, фельдшер ветеринарной станции. Фельдшер ветеринарной станции. От заявителя пахло йодом. Я сидел и смотрел на эту строчку, и во мне очень медленно, как поднимается вода в половодье, поднималось понимание. От свидетеля, который привел нас к несуществующему вахтовику, пахло тем же самым, чем пахло от преступника по показаниям Гордеева Михаила Степановича. В 2004-м эти два запаха лежали в разных томах, в разных концах дела, и я, разложивший это дело на молекулы, ни разу не поставил их рядом. Потому что один запах шел от преступника, а другой – от полезного маленького человека. И в моей тогдашней голове это были существа разной породы, которые не могут оказаться одним лицом. Я поднял по этому протоколу все. Кочетов Валентин Егорович, рождение 1961 года, фельдшер городской ветеринарной станции. А станция, я поднял карту, примыкала к Питинскому пустырю со стороны гаражей. 200 метров от места, где нашли Ирину Полякову. Прописан в деревне Ботово Череповецкого района. Сельская прописка. Вот почему он не попал в городские списки массового забора. Горздрав давал нам своих. Паспортный стол – своих городских. А ветеринарная служба не числилась ни за тем, ни за другим ведомством. Дыра между графами. Он провалился в эту дыру
и остался чистым. Я поднял справку по оцеплению 9 июля 2005 года, ту, что составлял Клюев Андрей Борисович. Список лиц внутри периметра. 8-я строка сверху. Кочетов, Б.Е. Я 20 лет назад держал этот список в руках и не сверил его ни с протоколом свидетеля, ни с приметами Гордеева. 8-я строка. Она пролежала в томе 17 лет и дождалась, пока я стану достаточно старым, чтобы ее прочитать. Дальше я собирал его сам, по крупицам, как когда-то собирал по следам на пустыре. Рост под 1,90 м. Сутулица. Кажется, ниже. Ветеринар. Умеет обращаться с иглой, шовным материалом, знает анатомию не по учебнику, а руками. Знает, как душить, потому что усыплял и держал животных всю жизнь. Йод. Рабочий запах, въевшийся навсегда. Ласковый с чужой собакой на скамейке в Зашекснинском. А в Зашекснинском, я проверил через архив станции, был участок выездного обслуживания. Он ездил туда по вызовам, знал тот берег. Тихий, вежливый, помнит начальство по имени-отчеству. Придерживает дверь конвойному. Подает проволоку сержанту. Рисует углем уверенной, набитой рукой. У ветеринарных фельдшеров старой школы рука поставлена на схемах и зарисовках. Все сошлось. Все сошлось так плотно, что у меня не осталось сомнений. Не процессуальных. Для суда тут не было ничего. А тех, человеческих, окончательных, которые у следователя за спиной 40 лет работы весят больше любой экспертизы. Я нашел его. Через 18 лет, за столом, в очках, по запаху йода, вписанном моей же рукой. И я не мог сделать ничего. Его местонахождение не установлено. К сестре, Республика Казахстан, 2012 год. И обрыв. Жив ли он? А если жив, то где? Под своей ли фамилией? Неизвестно. Образца его ДНК у нас нет и не было. Он ни разу в жизни его не сдавал. А без совпадения генотипа все, что я собрал, это стройная догадка старика, которую нельзя предъявить ни ему, ни суду, ни матери ни одной из 7 девушек. Диастема, которую мы 20 лет искали по стоматологическим картам, была во рту человека, который лечил себя сам казенным инструментом, и в те карты не попал ни разу. Молодой руководитель группы выслушал меня внимательно и записал все. Он не отмахнулся. Новое поколение как раз и умеет искать тихих. Кочетова Валентина Егоровича объявили в розыск как лицо, подлежащее проверке. Направили запросы, подняли, что могли, по линии Казахстана. Ищут родственников, чтобы взять образец для сравнения по родству. Может быть, найдут. Может быть, я еще доживу до дня, когда генотип ляжет генотипу, и догадка станет доказательством. А может быть, он давно лежит в чужой земле, под чужой плитой. И точку в деле поставить не суд, а справка о смерти. Гордеева Михаила Степановича я поехал навестить той же осенью. Узнал, что он жив. 86 лет. Живет у дочери. Я не имел права рассказывать ему подробности, да и не стал бы. Я привез ему то, что имел право. Сказал, что дело снова работает, что его показания 2003 года лежат в основе всего, что мы знаем о лице этого человека, и что он тогда все сделал правильно, и когда разглядел, и когда не подошел близко. Он сидел в кресле у окна, маленький, сухой, с руками в старческих пятнах, и слушал меня, отложив на колени очки и газету. «Значит, не поймали вы его, Виктор Николаевич?» «Не поймали, Михаил Степанович. Но теперь знаем, кого не поймали. Это не то же самое, что ничего». «Голубей, значит, смотрел», — тихо сказал старик, глядя в окно. «Я ведь вам говорил тогда, среди страшных не ищите». «Говорили», — сказал я. «Вы были правы. Я тогда не расслышал». Мы помолчали. Ему было 86, мне 58, и между нами на журнальном столике лежало дело длиной в мою жизнь. Я подал ему упавшую с колен газету, поправил плед и стал прощаться.
Ему было тяжело сидеть долго. Домой я в тот вечер шел пешком через весь город. Мимо Питинского пустыря его давно застроили. Стоят новые дома, горят окна. И никто из живущих там не знает, что тропа под их фундаментом когда-то была самым коротким путем для 19-летней девочки, спешившей к бабушке, чтобы та не ждала лишние 15 минут. Я постоял там, где раньше была теплотрасса. Глины больше нет. Асфальт, газон, качели. Следа 44-го размера тоже давно нет нигде, кроме фотографий в томе. Я всю жизнь делил людей на сильных и слабых. И гордился тем, что читаю человека с одного взгляда. По рукам, по плечам, по тому, куда он девает глаза. Это ремесло не раз меня выручало. И оно же провело меня мимо него. 4 раза за 20 лет провело вплотную. И мимо. Потому что он не помещался в мою мерку. Он не был ни сильным, ни слабым в том смысле, в каком я эти слова понимал. Он был третьим, которого я не умел видеть. Тихим, услужливым, незаметным, придерживающим тебе двери. Самым опасным человеком, какого я встретил за 40 лет, оказался тот, кого я определил в 0 и вычеркнул из головы раньше, чем за ним закрылась дверь моего кабинета. Их было 7. Валентина Олеговна Лапина, Марина Сергеевна Круглова, Ирина Андреевна Полякова, Татьяна Викторовна Смирнова, Светлана Игоревна Соловьева, Наталья Павловна Веретенникова, Ольга Максимовна Дьякова. Я знаю их всех по именам. И буду знать, пока жив. Это единственное, что я могу им еще дать. Имя вместо номера в томе. Это немного. Но записка про 15 минут все еще подшита в деле. Дело все еще открыто. И молодые, которые умеют искать тихих, продолжают работу с того места, где остановился я. Может быть, они дойдут. Я не дошел. Но я хотя бы, наконец, знаю, куда смотреть.